Итак, всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на блог о русском языке Russian Language Family. И сегодня мы поговорим про глаголы и как их использовать с разными приставками. Today we will talk about verbs and how we can use them with different prefixes. И это седьмое видео из этой серии. Уже есть видео про глагол думать, говорить, читать, играть, учить, учиться и писать. И сегодня мы будем говорить про глагол работать. И не забудьте посмотреть видео про остальные глаголы, потому что благодаря этому вы научитесь их использовать и станете лучше понимать приставки в русском языке. So please guys, don't forget to watch my other videos from this series, because this video will help you to understand Russian prefixes better, and they help you to learn how to use verbs with different Russian prefixes. Итак, глагол работать. Давайте начнем. И первая приставка, самая основная приставка, это по. Например, я работаю 5 часов в день, или если мы говорим про результат, то мы скажем «вчера я поработал». То есть я молодец, вчера я поработал. Следующая приставка – это «за». И приставка «за» может использоваться с глаголом «заработать» в нерефлексивной форме и также «заработаться». Например, «заработать». Я заработала 1000 евро. То есть заработать means to earn some money. Или завтра я буду работать весь день и заработаю $1 миллион. Да? И заработаться значит уже устать работать. Например, вчера я заработалась, я так долго работала, я работала 12 часов, и я уже начала делать ошибки в своей работе. Следующая приставка – это от. Например, эта приставка, она используется только не в рефлексиве. Отработать. Отработать – это значит поработать какое-то количество времени. Например, я отработала вчера всю смену. То есть моя смена, например, 8 часов, и я отработала 8 часов. Либо можно отработать какие-то долги. Например, у тебя есть some debts, у тебя есть долги, и ты можешь их отработать. Например, случайно ты поцарапал чью-то машину, у тебя, может быть, нет денег, и ты можешь отработать это. То есть что-то сделать, чтобы хозяин машины остался доволен и не подал на тебя в суд. Следующая приставка – это про. Она также используется с нерефлексивным глаголом проработать. И проработать значит как бы научиться что-то делать и практиковать это. Например, я научилась продажам, я научилась продавать, и теперь я прорабатываю этот навык, чтобы продавать лучше и лучше. Да? Следующая приставка – это пере. Переработать – это значит тоже, это синоним глагола заработаться. И переработать значит как бы уже устать от работы. Я сегодня работала 20 часов, я не спала, все, я переработала, мне нужен отпуск. Либо можно использовать глагол переработать в смысле того, что моя смена 8 часов, но сегодня я работала 9 часов, я переработала, я работала больше, чем я планировала, либо больше, чем прописано в моем контракте. И я хочу напомнить, что, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно для меня, потому что я вижу, что многие люди смотрят мои видео, но не все подписываются. И мне это важно, потому что, когда я вижу, что вы подписываетесь, я вижу, что я делаю что-то полезное и что вам нравится мой контент.
So guys, please don't forget to follow me here because it's really important for me, and when I see that there are many followers, it motivates me to work more, and also turn on the notifications because there will be more videos like this, and there will be also videos about Russian culture or about Russian traditions and so on, right? Итак, продолжим. И следующая приставка – это об. Обработать. Обработать значит обработать какую-то заявку. Например, я преподаю русский язык, и иногда мне приходят заявки на то, чтобы заниматься со мной русским языком. И обработать заявку – это значит то, что я общаюсь с моими будущими студентами, узнаю, что они хотят, как они хотят учить русский язык, как долго они будут учить русский язык. И я как бы обрабатываю эту заявку, то есть я ее закрываю. И следующая приставка – это наработать. Можно наработать много лет стажа. Например, если я работаю машинистом или водителем, да, если я работаю водителем 10 лет, то я нарабатываю стаж и могу переходить на следующий уровень вождения. Например, я смогу водить грузовики, а не только легковые машины. То есть наработать можно стаж или наработать опыт. Я работала учителем 10 лет, наработала опыт, наработала много материалов, и теперь я профессионал более высокого класса. И также можно использовать приставку в рефлексиве наработаться. Например, все, я наработалась, то же самое, что заработалась. Я наработалась сегодня, хватит. Пойду домой смотреть сериалы. Следующая приставка «с». И с этой приставкой глагол «работать» можно также использовать в рефлексиве и с глаголом нерефлексивной формы. То есть, например, сработало. Сработало – это значит, мой план получился таким, как я его задумывала. То есть сработало, ура! И также в рефлексиве сработаться значит с кем-то найти общий язык. Вчера к нам пришла новая коллега, и я не уверена, что я смогу с ней сработаться. Мы с ней слишком разные люди, мне кажется, мы не сможем с ней хорошо работать. Мне кажется, мы не сможем найти общий язык. И последняя приставка – это «до». Ну, как бы «до» работать значит закончить что-то. Например, у меня был большой проект на полгода, и вчера я наконец-то его доработала, то есть я его закончила. Все, проект завершен. Или можно доработать, например, в смысле сегодня я уже работала 6 часов, моя смена 8 часов, то есть мне осталось доработать всего лишь 2 часа. Итак, всем спасибо за то, что посмотрели это видео и сделали еще один шаг на пути к вашей цели в изучении русского языка. Я надеюсь, вам было полезно. Пишите комментарии, если вы хотите видеть похожие видео еще. Я с удовольствием для вас их сниму. И также не забывайте, что нужно подписаться на канал, нужно поставить лайк этому видео, включить уведомления и также перейти по ссылке в био на мой Patreon аккаунт и подписаться там. Подписка стоит всего лишь 5 евро в месяц. И что вы получаете благодаря этому? Благодаря этому вы сможете получать скрипты для каждого видео, и там уже много скриптов. И с этими скриптами также есть новые слова из этого видео, новые слова с примерами, объяснениями и переводом на английский. То есть я предлагаю вам не только тренировать ваше аудирование, но также тренировать ваше чтение и учить новые слова. И опять же, если это видео, например, немножко сложное для вас еще, у вас будет текст, вы можете читать, смотреть видео и слушать, и лучше понимать, что я говорю. So guys, please don't forget to follow my channel here because it's really important for me and because I don't want you to miss my videos.
And also like this video, turn on the notifications because you don't want to miss the next one, right? And also go to the link, to my bio, find the link to my Patreon account and find scripts for each videos there. And each script also has new words from the video, so you will not only listen, not only read, but also learn new words. And if this video was too difficult for you, you can also read from the script and you will understand the video better, right? Итак, еще раз спасибо. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.